Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях никому не отнять. С чего начинается Родина? Заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в поле под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца, из этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горячих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес, из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина? Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в Национальном центре «Россия». Вы все знаете, что 2026 год объявлен годом единства народов России, и по этому поводу мы провели большой всероссийский опрос и предложили людям из разных уголков страны ответить всего лишь на один, собственно, вопрос: а с чего начинается Родина? И вы знаете, я подумала, что вообще в целом Родина — это очень большое понятие, такое, знаете, немножко даже торжественное, а вот малая Родина, оно такое очень близкое и родное. Сегодня хочется поговорить именно о ней, не о какой-то такой плакатной, помпезной, а о той Родине, с которой мы с вами сталкиваемся каждый день.
Приятно, конечно, знать и гордиться, ну, не знаю, если ты живешь где-то в Муроме, о том, что где-то есть замечательная Красная площадь, но отношения с Родиной как будто бы даже начинаются тогда, когда ты выходишь из подъезда, и они становятся личными, и видишь, что под ногами, ну, может быть, где-то не самый лучший тротуар. Есть такая старая шутка, да, что в Москве и дороги с мылом моют, а где-то до сих пор ждут хотя бы асфальт. Ну, так вот, здесь слово «Родина» как будто бы внезапно перестает быть каким-то абстрактным, потому что малую Родину мы буквально строим. Дом, чтобы было куда возвращаться, дороги, чтобы было как возвращаться, парки, скверы, школы, офисы, больницы, чтобы там хотелось остаться. Территория, конечно, родной сама по себе не становится, ее такой делают люди, и они создают эти пространства для других людей. В общем, все то, из чего в конечном счете складывается, очень простое, человеческое отношение, ощущение «мне здесь хорошо». Это мое место. Вот об этой родине, большой на карте, но очень близкой каждому, мы сегодня и поговорим. Ну а я хочу предоставить слово человеку, для которого строить родину – это вполне себе буквальная ежедневная работа. Я приглашаю на сцену заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Шакирзяновича Хуснуллина. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Хорошо, что мы сегодня собрались здесь, в Национальном центре России, чтобы обсудить вопросы, что такое Родина, поговорить о людях. И вот если... Включите, пожалуйста, первый слайд. Если говорить вообще в целом о Родине, то, конечно же, мы считаем, что главный капитал в нашей стране, в нашей Родине – это человек. И вот здесь вы видите, что у нас этот тезис, что человек – главный капитал для нашей страны. И мы в 2024 году начали реализовывать проект «Инфраструктура для жизни», в котором мы собрались все, что нужно человеку для жизни. Где он живет, где он отдыхает, где он работает, как он ездит, на каком виде транспорта. Мы попробовали вот сделать такой общий комплексный проект. До этого у нас были проекты, связанные с жильем, с дорогами отдельно. А сейчас вот это такой большой комплексный проект. Значит, в рамках... Пожалуйста, следующий слайд включите. В рамках этого проекта, конечно, ключевым элементом является жилье. Мы последние годы очень активно строим жилье. Мы строим больше 100 миллионов квадратных метров на человека. Много это или мало? Ну так, для сравнения скажу, что если пересчитать на душу населения, то мы теперь строим больше, чем китайцы. Китайцы 20 лет занимаются очень активно строительством жилья. Они построили 41 метр на человека обеспеченность. У нас пока обеспеченность 30 метров на человека. Мы очень активно пытаемся эту программу раскручивать. Несмотря ни на какие сложности, у нас это получается. В 2024 году у нас, кстати, был рекордный объем ввода жилья. В прошлом году мы ввели 108 миллионов квадратных метров жилья. Но при этом мы построили почти 150 миллионов квадратных метров недвижимости. В пересчете на одного человека это самый большой объем за всю историю нашей страны, включая Советский Союз. То есть мы вот так вот системно, шаг за шагом. Конечно же, верните, пожалуйста, слайд предыдущий. Вот у нас президент очень хорошо сказал про стройку. У нас действительно президент уделяет большое внимание строительству. И за последние годы, если посмотреть на показатели, то мы ни одного года не упали. Мы выросли на 36%. Одна из немногих отраслей, которая 6 лет стабильно росла. У нас сейчас доля всех наших доходов строительной отрасли вместе со смежными отраслями дает 20% ВВП страны. Понимая, что наша страна энергетическая, что газ, нефть имеет огромное значение для развития страны. Конечно, суммарный объем всей стройки более 20%. Это очень существенный вклад. Но опять-таки я все время вот люблю сравнивать с китайцами, потому что китайцы в мире сегодня номер один по стройке. У китайцев сегодня стройка дает ВВП страны за последние 20 лет от 19 до 25%. То есть нам есть еще к чему стремиться. Чистая стройка. А я говорю про объединенное. Это и стройматериалы, это и все, что связано с ремонтом, с промышленным строительством. Вот тут у нас, кстати, 34 написано, 36% мы выросли. Вот. Ну и у нас очень большой мультипликатор, то есть каждое рабочее место в стройке дает до 8 мест, значит, не в стройке. Мы
Для того, чтобы системно заниматься, я уже сказал, строим жилье, это основной драйвер. И хочу сказать, что по жилью у нас какой плюс колоссальный, что основной инвестор в жилье – это население. Вот у нас население ежегодно вкладывает 16 триллионов денег в строительство жилья. У нас примерно соотношение из 100 миллионов, более 60 миллионов квадратных метров – это индивидуальное жилищное строительство, 40 с небольшим в разные годы – это многоквартирное жилье. И, кстати, вот недавно у нас было у президента совещание, вышел протокол, буквально позавчера вышел протокол по итогам совещания, где мы будем более активно развивать индивидуальное жилищное строительство. Потому что 63% населения страны сегодня по социологическим вопросам хотят жить в ИЖСе. Это непростая задача, потому что мы за последние годы, строя такой объем жилья, конечно, выбрали свободные площадки, выбрали дороги, на которых можно было строить, инженерные сети. И сейчас новый толчок к развитию, он, конечно, требует от нас неординарных мер. Мы готовим сейчас анализ земли с точки зрения неиспользуемых участков, мы готовим возможности, те участки, которые сегодня переведены, но не строятся по каким-то причинам. И мы вообще даже рассматриваем возможность, что людям, кто хотят дать возможность бесплатно земельный участок, в случае, если они за 3 года построят и зарегистрируют дом. Даже такие меры мы готовим. Значит, конечно, главным условием строительства жилья является ипотека, так как у нас постоянно достаточно высокая ставка, мы пошли на компенсацию ипотечной ставки, сегодня особенно по семейной ипотеке, люди, кто взяли под 6%, несмотря на то, какая ставка и поскольку банки дают, люди платят стабильно 6%. Нам это дорого обходится, мы с бюджета компенсируем эту разницу, но это является одним из основных стимулов для строительства жилья, и сегодня для того, чтобы жилье было все-таки доступно, чтобы люди могли его приобрести, конечно, очень важна ипотека. И мы будем продолжать развивать эту ипотеку. В этом году у нас затраты на ипотеку тоже в бюджете имеют достаточно большую сумму. Мы видим, что если раньше мы строили только жилье и была там востребованность, больше смотрели на объем жилья, то сейчас мы видим, что из года в год у нас, конечно, все больше становится востребованным это комфортные, благоустроенные пространства. Вот мы начали в 2019 году комфортная городская среда вести, значит, конкурсы. Из года в год мы добавляли денег. Сейчас у нас практически 25 миллиардов денег на всю эту программу в стране. Казалось бы, много это или мало? Но, во-первых, минимум половина еще добавляется из внебюджетных и бюджетных источников. Самое главное, что у нас люди все больше вовлекаются в этот процесс. И по итогам прошлого года у нас 17 миллионов человек приняло участие в обсуждении, какие проекты благоустройства выбирать. И я сам вот много езжу по стране, я вижу, действительно происходят большие изменения от маленьких дворов до больших пространств. Я вот люблю этот пример рассказывать. Я как-то был в Мариуполе, значит, особенно в первые, там, 2-й год, по-моему, восстановления. Зашел в один двор и смотрю, двор очень благоустроенный. Я говорю, вот строители какие молодцы. Я говорю, да нет, это не строители, это, говорит, инициативная группа жителей. Они попросили дать материалы и сами все сделали. А двор просто прекрасно благоустроен. То есть даже когда СВО идет, когда риски есть, но люди все-таки имеют вот эту потребность в благоустроенном дворе. И другой пример я привожу, например, в Магнитогорске, там Магнитогорский Рашников, совладелец и руководитель проекта, 400 миллионов долларов потратил на строительство парка притяжения. Парк Галицкого в Краснодаре, все знаете, шедевр. То есть есть люди, когда действительно люди вкладывают деньги, и потребность в благоустройстве очень большая. Потому что если нет благоустроенной среды, люди не хотят жить в неблагоустроенных городах и населенных пунктах. Важнейший вопрос. И мы вот проводим каждый год проводим конкурсы, у нас и президент поддерживает. В этом году, кстати, президент в Улан-Удэ встречался с молодыми архитекторами, с градостроителями, очень подробно обсуждал. Буквально недавно мы здесь в центре России, спасибо нашему руководству Центра России, мы провели, значит, обсуждение, провели вот этот всероссийский конкурс малых исторических поселений, очень востребованный, 264 проекта признаны победителями, почти 600 было заявок, 570. Но мы видим, что это очень востребованная тема. Набережные, парки, дворы, и будем и дальше этим заниматься. Конечно, важнейший вопрос, где люди живут.
важнейший фактор, который влияет на место, где люди живут, это транспортная обеспеченность. Мы комплексно занимаемся сегодня транспортной обеспеченностью, занимаемся дорогами, занимаемся как крупным мегапроектом. Вот здесь у вас на карте нарисованы, значит, большие наши проекты. Это трасса России от Санкт-Петербурга до Владивостока. Могу сказать, что за последних 5 лет у нас в стране создано 3700 километров скоростных дорог. То есть это дороги без единого светофора, освещенные, без, значит, без перекрестков со светофорами, то есть с эстакадами, с развязками, и по которым можно двигаться более 110 км в час. Очень востребованное направление есть, когда мы, например, построили трассу М12, она идет практически параллельно трассе М7. Вот трафик на М7 упал всего на 5%, а трасса на М12, трафик появился, уже миллионы машин проехало по этой трассе, 70-80 миллионов тонн грузов в год идет только по трассе М12. В этом году мы ее продолжаем и запустим до Тюмени. То есть у нас от Санкт-Петербурга до Тюмени полноценная четырехполосная освещенная трасса. Дальше мы идем в сторону востока по мере интенсивности мы строим обходы городов. У нас в планах обход Тюмени, в планах обход Омска. Не в планах, а это уже реализовывается. Это не планы, это реализуемые проекты. Значит, обход Новосибирска, Красноярска. В Красноярской крае несколько обходов. Ну и там, где большая интенсивность, на подъезде к Владивостоку, это тоже расширение дорог. Это что касается международных коридоров. Второй международный коридор — это север-юг. Это от Санкт-Петербурга до Черного моря и до Каспийского моря. Сегодня от Санкт-Петербурга до Севастополя тоже можно проехать по скоростной дороге, хорошего качества дорога, значит, очень востребованная, люди ей пользуются. Мы продолжаем строить большие, и дальше дорога у нас еще есть ответвление, это Европа, Западный Китай, когда от Санкт-Петербурга мы идем до Оренбургской области, до Казахстана. Коллеги, кстати, в Казахстане тоже строят, расширяют дороги. Мы тоже постепенно от Чувашии до Оренбурга через Татарстан идем с расширением до 4 полос, там, где есть интенсивность. Это вот что касается международных коридоров. Второй вопрос — это дороги региональные и межмуниципальные. Хочу сказать, что за последние годы мы привели в нормативное состояние региональные и межмуниципальные дороги на уровне 58%. У нас никогда не было в стране 58% дорог в нормативном состоянии. Где-то было лучше, где-то хуже, но в целом по стране это хороший результат, понимая, что в некоторых регионах он уже равен 85%, в некоторых, конечно, еще ниже 50%. Поэтому мы пытаемся по стране выровнять. Но есть проблема, которую вы все на себе ощущаете, это дороги в населенных пунктах. Поэтому, когда мы говорим про нормативные дороги, это дороги в агломерациях, основные вылетные магистрали, это региональные межмуниципальные дороги. Сейчас у нас задача внутри населенных пунктов как минимум на 30% улучшить качество дорог. Потому что в разных населенных пунктах совершенно разная ситуация. И, конечно, там я не буду говорить, что мы все дороги там все до 85% норматива доведем в ближайшие годы. Не доведем пока, но шаг за шагом, минимум на 30% мы улучшим дорожную сеть населенных пунктов определим. У нас на сегодняшний день 2160 опорных пунктов в стране определено. Это начиная от крупных мегаполисов, заканчивая, значит, малыми историческими селами, либо историческими городами, где мы должны качество жизни поднять на 30% по 16 основным показателям. Очень непростая задача, но мы считаем, что надо ставить высокую планку. Пусть мы там ее выполним на 90-95%, но в целом это будет прорыв по стране, люди это точно почувствуют. Поэтому мы вот этим сейчас системно занимаемся. Вот если говорить о комплексной программе, то у нас 50 тысяч мероприятий только вот по улучшению качества жизни в опорных населенных пунктах. Также по транспорту мы пытаемся увязать все виды транспорта. Важнейший вид транспорта, конечно, это железная дорога. Очень важно, чтобы у нас более активно начали работать и пригородное железнодорожное сообщение. Могу привести в пример Москву, Московский транспортный узел, который является крупнейшим в мире, перевозит более 1 200 000 000 пассажиров в год. Если вот взять там в мире 5-6 самых крупных мегаполисов, то вот Московский транспортный узел входит в этот мегаполис и признан одним из лучших. Мы продолжаем это направление. Если вот первым этапом построили Москва, Московскую область, то дальше продолжаем развитие
этого направления до городов Центрального федерального округа. Ну и, конечно, очень надеемся, что ВСМ дополнит Москва-Санкт-Петербург, и мы не отказываемся от планов ВСМ до Нижнего Новгорода, Казани, значит, ВСМ до Белоруссии. То есть мы все равно эти работы все прорабатываем. Ну, ЦТУ, я уже сказал, это такой пример. Сейчас наша задача максимально запустить в населенных пунктах, там, где есть железная дорога, максимально запустить ее под пассажирские перевозки. Ну и, конечно, важно, кроме дорог и железных дорог, важно это самолеты, важно очень развитие реки. Это тоже очень важнейший такой вопрос, который требует еще большой проработки. Отдельный блок хотел бы я сказать про работу в воссоединенных территориях. С 2022 года мы этим занимаемся. Включите, пожалуйста, слайд. Но могу сказать прямо, всей страной, всем населением страны мы занимаемся этим проектом. 82 региона шефа, все наши крупнейшие госзаказчики принимают участие. Ну, наверное, это такая действительно самая крупная стройка. Значит, порядка 35 тысяч строителей работают в круглосуточном режиме, зачастую рискуя жизнью. Мы начинали работать, буквально сразу за военными заходят строители. Там у нас большой опыт работы восстановления Мариуполя. Но в мире городов полмиллионников, которые там за 2-3 года возвратились к жизни, таких примеров пока нет. Вот эту героическую работу сделали наши строители, наш, кстати, единый заказчик, вот Карен Гаспарович Оганесян здесь находится. Это единый наш заказчик, который выступает на восстановлении всей инфраструктуры Мариуполя. Также мы занимаемся северодонецкой агломерацией, это Северодонецк, Лисичанск, значит, и все рубежные, все города, которые там находятся. Активно эта работа ведется. Мы 25 тысяч объектов уже восстановили, построили. Дороги, кстати, федеральные дороги уже привели в нормативное состояние, там дороги стали получше. Сейчас активно вводим в инфраструктуру коммунальную, делаем капитальный ремонт жилья. Несмотря на проведение СВО и все сложности, работа там продолжается в каждодневном режиме. Конечно, во всей стране наряду с большой стройкой есть знаковые объекты, на которые я хотел бы обратить внимание. Значит, вот один из самых таких крупных проектов, которые мы реализуем по поручению президента, это строительство 4 международного уровня культурных кластеров, где будут театры, выставки, музеи, причем филиалы всех наших самых известных в стране объектов культуры. Это и Третьяковская галерея, и Мариинский театр, и Большой театр, значит, и различные учебные заведения. Степень готовности очень высокая. Мы буквально вот за 26-27 год хотим закончить. Суммарная площадь этих объектов порядка 600 тысяч квадратных метров в самых красивых местах в городе Выборгте. Вот в Калининграде больше половины. Это здесь основные показанные, основные здания, но это еще и школы, это место проживания детей, студентов. Но это прямо такие вот точки роста культурные. Я говорю, очень достойные объекты, красивые, сделанные в свое время еще часть наших архитекторов, часть международных. Надеюсь, в 2027 году мы их увидим. Кроме этого, мы занимаемся еще целым рядом знаковых таких объектов, что вот мы Третьяковскую галерею достроили, значит, музей, консерваторию Римского-Корсакова, музей океанологии в Калининграде, значит, музей Мирового океана, планета Океан в Калининграде, но еще целый ряд объектов. Следующий блок вопросов, которые мы ведем, которые очень важны, я считаю, это культурные кластеры. Это все основные объекты. Вообще мы 25 студенческих кампусов ведем в 25 городах нашей страны. Очень востребованная программа, но могу сказать, что вот, например, МГСУ, у нас строительный наш альма-матер, наш строительный вуз, то, что мы там начали строить кластеры, в этом году проходной балл поднялся на 20%. То есть строя на сегодняшний день такие кампусы, причем в разных городах. Москва это единственный. В Москве у нас МГСУ и МГТУ имени Баумана уже построены, запущенные в эксплуатацию. Вот на Урале мы достроили, значит, часть кампуса. Но могу сказать, что, во-первых, вы понимаете, что дети остаются у себя в городах, где они живут, либо приезжают с
соседних регионов, то есть не уезжают все в Москву, что тоже очень важно. Но и совершенно другой уровень образования. Вот эта программа 25 кампусов, она очень востребована. У нас часть кампусов тоже строит единый заказчик, часть строит регионы. Но мы вот в штабном режиме с моим коллегой Дмитрием Николаевичем Чернышенко просто штабим и ведем, чтобы эта работа была закончена. Также у нас еще есть целый ряд крупных проектов, связанных. У нас есть программа школы, строительства. У нас есть программа очень важная, которая невидима людям, но это программа модернизации коммунальной инфраструктуры. К сожалению, это та отрасль, где пока нам не удалось достигнуть такого перелома, пока у нас ветшание идет больше, чем мы восстанавливаем. Тут много годами накопившихся проблем, но это вот та задача, которую мы в ближайшие годы, правительство, регионы, мы должны вместе заниматься, потому что от надежности коммунальной инфраструктуры зависит вообще, насколько комфортно люди будут жить в том или ином населенном пункте. Проблем здесь много. Есть совсем населенные пункты, где совсем изношенная инфраструктура, есть где получше. Но вот этим мы сейчас системно вместе с регионами занимаемся. Также очень важная программа, вот здесь, к сожалению, на слайде мне ее не показали, но у нас огромная программа промышленного строительства. Вообще за последние 6 лет, за счет чего у нас еще стройка так выросла, мы реализовали целый ряд очень крупных инфраструктурных проектов. Это такие, как Амурский нефтехимический комбинат, это комплекс нефтехимические услуги, это крупные наши трассы М12, М11 до Санкт-Петербурга. Это целый ряд еще химических и нефтеперерабатывающих производств, которые имеют очень большое значение для развития нашей страны. Поэтому вот так все вместе, мы как бы строители, регионы, мы все активно занимаемся этим проектом. Хочу сказать, что у нас получается, у нас в этом году, кстати, 70 лет было строительного комплекса, мы его проводили в Лужниках. Первый раз День строителя тоже отмечался 70 лет назад, тоже в Лужниках. Собрали, значит, со всей страны строителей, отмечали важность все-таки стройки для развития страны. Вот мы в этом году тоже, наш президент поддержал, мы провели хороший праздник, 800 наград у нас получили, госнаград строители. Поэтому стройка, там, где стройка, там жизнь. Поэтому стройка – это люди. Это, кстати, сегодня у нас в строительстве задействовано 13 миллионов человек. Это большой процент всех занятых в нашей стране. И мы очень надеемся, что строители свою часть работы тоже выполнят. Но так как здесь собрались люди с разных регионов, молодежь, кто еще не определился, кто еще не пошел в стройку, рекомендую пойти в стройку. Несмотря на все сложности, страна будет строиться и развиваться. У меня все. Спасибо. Спасибо большое. Я готов коротко ответить. Оставайтесь, Марат Шакирзянович. У меня еще Я просто целый знаю, ряд. что вас в прямом смысле Родина зовет. Да, против такого аргумента модератор бессилен, как вы понимаете. Я... Еще полчаса побыть, максимум. Что, простите? Полчаса с вами давайте еще побудем. Оставайтесь, мы будем только этому рады. Мы сейчас, я предлагаю вам тогда занять почетными. Если честно, в нашем плане этого не было. Но оказывается, все-таки модератор еще на что-то способен. Ну что ж, я предлагаю тогда все, о чем сейчас Марат Шакирзянович рассказывал, показывал, объяснял в цифрах, поговорить уже, ну скажем так, по-человечески все это детально обсудить, посмотреть на все это глазами не только большого руководителя, человека, который, как я уже сказала, помогает строить страну, ну и, собственно, теми глазами, которые в этом тоже активно участвуют. Итак, мы с вами переходим к первому блоку. Он будет посвящен жилью. Как мы знаем, что, в принципе, без людей никакой красивый край не становится чем-то особенным, кроме как просто красивым пейзажем. Все начинается, естественно, с домов, с места, где мы живем и как живем. И, знаете, я когда готовилась, подумала о том, Марат Шакирзянович, я думаю, вы поддержите. Как все-таки у нас, вот как в психологии есть пирамида потребностей, Маслоу, поменялась вообще вот эта потребность в как жить, да, и где жить. То есть если даже там 60 лет назад, ну хорошо, не 60, 80, коммуналка — это был предел мечтаний для кого-то, кто переехал, да, с общими пространствами. Потом люди переехали в хрущевки, и у них уже были свои углы, своя кухня. Соседи, конечно, тоже были, да, ну хотя бы не на их кухне они находились. То сегодня уже мы предъявляем к жилью какие-то абсолютно другие списки потребностей, да, оно должно быть для нас еще и комфортным. Сегодня дом, как вы понимаете, не заканчивается входной дверью. Вот это предлагаю сейчас обсудить подробнее.
Приглашаю присоединиться к нам Владимира Фрая, волонтера, представителя молодежного крыла Общероссийского народного фронта. Владимир, поднимайтесь. И Петра Кудрявцева, урбаниста, социолога, основателя компании SM International. Марат Шакирзянович, у меня будет первый вопрос к вам. Вот вы знаете, сегодня на то, как будет выглядеть жилье, влияет очень много, как мне кажется, людей. Во-первых, чиновник, потом застройщик, потом житель, потом эксперт. Вот как вам кажется, а кто на самом деле определяет, каким будет город, какое будет здание, и как сделать так, чтобы вот в этом квартете, да, в крыловскую басню «Лебедь, рак и щука» все не превратилось, и каждый не тянул на свою сторону? Если чисто подходить по закону, то, конечно, утверждение генпланов, мастер-планов проводится с общественным обсуждением с людьми. То есть вообще, по сути, люди определяют, какое будущее развитие города. Но у нас, к сожалению, где-то это активно проходит, где-то неактивно, где-то формально. Поэтому в разных городах по-разному. Хотя я знаю вот ряд мастер-планов там, или генпланов, которые очень активно обсуждались всем населенным пунктом. Поэтому первое все-таки это люди. Второе это кто непосредственно этим занимается. Это очень важно. Это чтобы первое лицо либо региона, либо города, либо населенного пункта был заинтересован в этом. Вот если человек занимается сам лично, тогда получается. Вот мне иногда, я же 10 лет в Москве работал, занимался градостроительной политикой, мне задают вопрос, почему Москва так строится, почему Москва так развивается. Но я всем говорю, вот в 2019 году, последний год моей работы правительства Москвы, Собянин провел 230 за год мероприятий, связанных с градостроительством и строительством. Он занимается лично. Он занимается лично, и вся команда настроена на то, чтобы город развивался. Поэтому Москва по всем международным рейтингам один из лучших мегаполисов в мире. Вот. И, конечно, важно люди, кто занимается. Очень важна роль главного архитектора. К сожалению, я вот смотрю, по ряду регионов у нас люди не то, что архитектурное образование не имеют, строительное образование не имеют. Конечно, как они будут принимать решения правильные, которые останутся? Ведь то, что строится, это десятилетия, это столетия остаются. Поэтому важно, конечно, повышать качество образования, качество людей, которые принимают решения именно по строительству. А вот вы довольны местом, в котором живете, Марат Шакирзянович? Я доволен. Мне и Москва очень нравится, место, где я живу, очень нравится, поэтому я доволен. Ну, то есть для вас в пирамиде потребностей там все совпало, да, и комфорт. Ну вот что для вас, как так как я сам влияю на это, поэтому я уж, конечно, живу в нормальном месте. Я, знаете, иногда говорят, у нас же там про чиновников много пишут, негативно пишут в прессе, вот живет, жилье у него дорогое или слишком хорошее. Я говорю, но если человек не может, если руководитель, человек, который занимается градостроительным развитием и строительством, не может себе создать условия, разве он может создать для других? Поэтому это точно совершенно люди должны уметь это делать. Владимир, тогда у меня к вам вопрос. Вы из Тулы, насколько я знаю. Вот вы довольны местом, в котором вы живете? Безусловно, Тульская область за последние годы преобразилась с приходом Дмитрия Вячеславовича Миляева, нашего губернатора. В этом году мы начинаем новый проект. Это Тула территория семейного счастья, учрежденный губернатором. И мы стараемся, и сами люди хотят жить хорошо, жить красиво в хорошем городе, благоустроенном городе. Это самое главное. И сегодня я хочу рассказать о том, почему важно вовлекаться в волонтерскую деятельность. Я просто объясню, что вы волонтер, вы занимаетесь, собственно, тем, что объясняете людям, что может быть в том месте, где они живут, правильно? Да. В тему нашего мероприятия сегодня «Родина – это люди». Да, сила, безусловно, в людях, а большие изменения начинаются именно с них. И будучи волонтером, уже на протяжении более чем 4 лет, 3 из которых я являюсь волонтером благоустройства, раньше мне было непонятно, почему люди не хотят менять город к лучшему и менять к лучшему себя. Да и, честно сказать, до сих пор не понимаю. Но вот в этом году мы выходили на улицы в форме, с планшетами, с раздаткой, и больше людей хотят менять регион. Кто-то предлагал что-то, мы видели, как люди выходили и говорили: «Я проголосовал». Это приятно.
Вот. И волонтерство – это возможность не просто поменять себя, да, помочь поменять что-то, да, вот в нашем окружении. Ведь жители должны иметь возможность влиять на то, каким будет их город. Марат Шакирзянович, ну вот как вам кажется, такое, ну скажем, проактивное, да, движение в регионах, оно помогает новым объектам, новым зонам комфорта, среде вообще в городе, в небольшом даже? На самом деле это очень важно. Вот мы же каждый год раскручиваем эту тему по благоустройству, и мы видим, что мнение людей, принимающих решения, госслужащих, она зачастую отличается от того, что нужно людям. А в конечном итоге для кого мы работаем? Мы же работаем для людей. Поэтому, конечно, мнение граждан очень важно. И я очень хочу сказать спасибо вот волонтерам, кто занимается, да, сегодня проведением конкурса благоустройства. Всем, кто вообще неравнодушен к этому, вот огромное спасибо. И мы всеми силами будем это движение дальше продолжать поддерживать. Но вот вообще вы замечаете действительно какой-то, не знаю, экономический, социальный выхлоп от того, что среда в маленьких городах, да, ну вот на малой родине, грубо говоря, там давайте не будем брать крупные мегаполисы, меняется. То есть появляется какой-то парк, там где-то какая-то скамеечка. Хочется ли людям из-за этого оставаться? Безусловно, хочется. Вот, кстати, буквально во вчерашней газете «Ведомости» был анализ туристических размещений. Сколько человек, где размещается вот по итогам этого года и прошлого. И мы видим, что пошла тенденция развития туризма именно в регионах России и в малых городах. То есть, когда преобразовывается, вот есть целый ряд, ну, вот я могу там Дивеево сказать, Арзамас, да, построили трассу М12, благоустроили, значит, развили все, но поток в разы вырос. Это и благоустройство, это удовлетворенность жителей, и это еще и экономика. То есть экономика совершенно другая становится. Лучше становится экономика, больше налогооблагаемая база, поэтому это прямо взаимосвязанные вещи. А вообще, насколько отличается вот этот запрос на комфорт, ну, я не знаю, там где-нибудь в Верхнем Уфалее, да, это Челябинск, по-моему, и в Екатеринбурге, в тот же самом, в большом мегаполисе. То есть людям-то хочется одного и того же, или все-таки разные эти желания? Ну, конечно, у москвичей одни запросы. Значит, они привыкли к высокому уровню комфорта и к высокому уровню благоустройства. Но запрос на благоустройство есть у всех. И даже в малых городах, я вот, ну, я говорю, я же часто езжу, вот я вижу, иногда приходишь, и прям небольшой город, а люди хотят, говорят, давайте мы вот этот парк благоустроим, вот это нам набережную, там нужно благоустроить. И зачастую это делается, кстати, небольшими деньгами и силами самих активистов. Нужна только небольшая помощь, и нужна именно системная организация этих работ. Но запрос на благоустройство есть везде. У меня тогда вопрос к Петру. Петр, вы урбанист, вы социолог. Вот если, продолжая отвечать на мой вопрос, вот насколько по-разному мы ощущаем вот эту комфортную городскую среду, да, находясь, ну, родина у нас большая, да, от Владивостока, если там посмотреть, до Москвы. Да, конечно, спасибо большое. Ну, во-первых, мы, с одной стороны, конечно, начинали с больших московских мегапроектов, и посчастливилось команде Марата Шакирзяновича реализовывать «Зарядье». И «Зарядье» парк, на самом деле, стал, ну, на самом деле, таким высочайшим стандартом реализации общественных пространств, не только в России, но и в мире. Аналогов такому и в мире нет. Десятки миллионов посетителей. Сейчас, продолжая эту традицию, мы занимаемся Сокольниками и многими другими парками, но, конечно, мне интереснее всего сейчас смотреть на регионы. И там то, что там происходит, абсолютно уникально, потому что вот эта вот местная инициатива очень часто совсем низовая, очень сильная. Но с одной стороны, вот да, мы говорили о трассе М12, а насколько вот важно, что Дивеево, Саров, Арзамас, вот эти места, они напитаны, с одной стороны, невероятными смыслами, которые связаны с историей нашей страны, со святыми местами, а с другой стороны, это колыбель ядерной физики. И там, например, реализовывается уникальный совершенно городок, Национальный центр физики и математики, для 1000 студентов, физиков и математиков, теоретиков. Это те самые молодые люди, которые будут раскрывать тайны Вселенной, огромные вот эти вот проблемы больших
черных дыр и вообще будут предсказывать в каком-то смысле будущее. И вот эта вот трасса на самом деле супер этому поможет. А с другой стороны, есть уникальный проект. Вы вот наверняка слышали такие чудесные российские названия городов: Калагриф, Судиславль, Чухлома, Нея, Галич, Сколько кивающих голов Солигалич. Да, удивительно. И это все города, которые находятся в 9 районах Костромской области. И там 12 инвесторов решили ими заняться. Удивительным образом это сейчас превратилось в такую мощную инициативу, и мы помогаем им делать вот эту стратегию развития этих регионов, которые на самом деле в свое время, еще в 15 веке, соревновались с Москвой за первенством. Можете себе представить? И до сих пор сейчас вот они собирают вот эту вот такую мощную силу свою внутри для того, чтобы сохранять людей в этих небольших городах, для того, чтобы развивалось малое предпринимательство, для того, чтобы развивались эти города. У меня будет финальный вопрос в этом блоке. Марат Шакирзянович, вот мне не хотелось бы сейчас обижать никакого застройщика, ну давайте назовем так. Вот эти люди, которые строят так называемые в народе человейники, да? Их очень много в Москве, но они в принципе уже такое имя нарицательное. Вот у меня вопрос. Они, конечно, решают там задачу доступности жилья, но вот насколько они вообще готовы морально не устареть лет 50, ну, не знаю, через 50, да, не превратиться вот в эти же хрущевки 2.0, ну, по поводу реновации даже не буду заикаться. Вот вообще, как вам кажется, что определяет, будет район стареть достойно, да, и морально он устареет раньше, например, чем даже физически? Ну, вот знаете, я, так как много лет занимаюсь градостроительством, и до того, как меня включили во все санкции, я много достаточно ездил по миру. И я всегда вот из 37 мегаполисов мира, я был в 28. Я в любой мегаполис мира приезжаю и говорю: так, покажите мне самый дорогой район, самый дорогой недвижимость, самый благоустроенный и самый бедный. В ряд районов меня даже завозить не стали, потому что это небезопасно. Причем и в крупных мегаполисах. В Лос-Анджелесе, например, в ряд районов вообще невозможно. В Париже, который, вот мы очень все любим Париж, красивый город, но есть ряд районов, куда полицейским запрещено заходить днем без автоматического оружия и не менее 4 человек. В Париже. От Эйфелевой башни 1 час. Даже 40 минут. Поэтому все города имеют очень разную недвижимость. В Кейптауне, например, самый дешевый район – это где живут люди в картонных коробках. Поэтому все очень относительно. Поэтому, когда мы говорим «человейники», я считаю, что в каждом мегаполе, в каждом населенном пункте должна быть недвижимость от самой дешевой до самой дорогой. Вопрос баланса этой недвижимости, баланса пространства вокруг, вот это задача власти и это задача архитекторов. И вот этот баланс нужно ходить. Что будет у нас через 50-70 лет? Ну, Хрущев в свое время принял прекрасную программу. Он завез 70 лет назад, кстати. Значит, вот этим домам пятиэтажкам, им 60 где-то лет, вот 70 лет назад была принята программа. Завез 178 заводов крупнопанельного домостроения. Задача была самая главная – быстро и дешево построить. Поэтому не было лифтов, пятиэтажный дом был самый дешевый. Они свою историческую роль выполнили. Они пережили 50, они, кстати, планировались на 50 лет, а сейчас им уже по 70 лет и больше, но они продолжают жить. И, ну, вот Москва сейчас пошла на реновацию. Регионы России, сейчас то, что мы приняли законы по КРТ, тоже очень активно начинают все больше и больше территорий вовлекать в реновацию, в обновление. То же самое будет и с этими вновь построенными домами. Пройдут десятилетия, на их смену придет жилье другого уровня, и это будет заменено. Поэтому я считаю, что своему времени свое время, потому что можно строить и нужно строить хорошую, дорогую недвижимость. Но еще Людовик XIV сказал: хочешь разорить страну, найми себе хорошего архитектора. Конечно, он тогда Францию разорил, но центр Парижа остался на память. Всем нам нравится центр Парижа, но в 40 минутах от центра Парижа есть районы, которые, ну, и архитектурно, и с точки зрения экономики, и с точки зрения безопасности, ну, не знаю, вряд ли кто-то там захочет жить. Марат Шакирзянович, а вот скажите, такой у меня родился вопрос сейчас личный. Вот почему для русского человека так важно иметь собственное жилье? Вот свои стены. Ну, во-первых, давайте подойдем с того, что Россия, в отличие от всех стран, отличается огромной территорией. У нас всегда было много земли.
Там, в отличие от любой другой страны. Раз. Второе, у нас всегда исторически было развито сельское хозяйство. Россия и в царской России была страной, которая производила продукцию на экспорт, и сегодня. Поэтому люди у нас выросли достаточно большое количество и имеют корни именно, выросли в своих домах, выросли не в мегаполисах, потому что у нас урбанизация населения произошла за последние 50 лет. Поэтому вот это я считаю, что исторические корни и вот эта привычка жить на земле, она является характерной нашей национальной особенности. И эту особенность надо поддерживать. Если мы говорим про жилье, я там, когда институт заканчивал, у меня предел моих мечтаний было, что к 40 годам или там 50 я буду иметь трехкомнатную квартиру, дачу и машину. Это было желание меня студента, когда я заканчивал вуз. Но жизнь вся поменялась. И сегодня вместо дач у людей загородные дома появились. Люди хотят на садовых участках строить. Не просто, кстати, нельзя было строить в Советском Союзе капитальное строение на садовых участках. Можно было временное только строить. А сегодня люди хотят все на земле строить. Поэтому я в своем выступлении говорил, что развитие ИЖС – это наша точка роста. Мы должны расти и развивать ИЖС. Но для этого, конечно, нужны и дороги, инфраструктура, и хорошая социальная инфраструктура, и хорошее благоустройство. Строить как раньше ИЖС, на каждой свободной точке, дальше так не получится. Мы уже резервы все исчерпали за последние годы. Спасибо большое. Я предлагаю на этом блок завершить. Петр, Владимир, благодарю вас. Марат Шакирзянович. Мы вас отпускаем. Ваша пресс-служба уже летует. Мы продолжим беседу. Ой, секунду. Так. Ну что, Марат Шакирзянович ушел, можно и про дороги, да, у вас спросить сейчас. Пожалуйста, поднимите мне руку, кто хотя бы разочек ругал дороги наши. Ни одного человека, да, нет? Ушел уже. Вице-премьер ушел. Я здесь, наверное, тоже должна вот так вот сделать. Эта тема, давайте уж, исторически объединяет нашу страну, да. Я думаю, с этим никто не поспорит. Дороги в России тема вечная, меняются времена, машины, технологии, но разговоры о дорогах у нас остаются. Наши требования, естественно, к дорогам тоже изменились, и сегодня мало, чтобы это был просто хороший асфальт, да. Нам нужна комфортная инфраструктура, качество дорог, скорость, с которой мы передвигаемся, в конце концов, бензозаправки, да, что сейчас тоже актуально. В общем, сейчас поговорим о том, что такое современная русская дорога и все, что вокруг нее. И я приглашаю присоединиться ко мне Виталия Шмарова, руководителя проекта строительства трассы М12 «Восток» ГК «Автодор», Ильяса Гельманова, исполнительного директора ООО «Делка», и Владимира Косова, президента компании «Центр экономики и инфраструктуры».
Марат Шакирзянович ушел, но если кто-то следит за новостной лентой, много было очень цитат с его интервью для ТАСС, где он сказал о том, что, ну вот это, да, известная поговорка про две российские беды, дураков и дороги, что это все и несправедливо, и не патриотично. Тем более, да, что у нас есть продолжение этой версии, да, что иногда в России первая беда чинит вторую. Ну, все же в курсе, да, этой шутки. Ну вот что происходит с российскими дорогами сегодня? Можем ли мы уже их вычеркнуть из списка национальных бед? Сейчас предлагаю обсудить. Виталий, у меня будет первый вопрос к вам. Во-первых, личная благодарность, потому что по М12 лично вот мне часы жизни просто это все сейчас спасает. Я из Владимира сама и, собственно, этой трассой часто пользуюсь. Езжу к маме в гости. Но меня вот поражает, знаете что, мы, в принципе, привыкли, что дороги у нас строились всегда, но строились они довольно долго. То есть уже какое-то следующее поколение автомобилистов успевало вырасти. С М12 произошла такая история, что буквально там от проекта до реализации где-то получилось года 3. Вообще, насколько сейчас быстрее строятся дороги? И вот как этот инфраструктурный объект, за счет чего такие проекты большие сейчас с такой скоростью создаются? Спасибо за высокую оценку труда дорожников. Я воспринимаю отчасти это на свой счет. Мне посчастливилось принять участие в реализации проекта М12 «Восток» на всех этапах, от подготовки технического здания на проектирование до ввода объекта в эксплуатацию. Могу сказать, что такой стремительный рост инфраструктурных проектов стал возможен благодаря тому, что на подобных объектах участвует без преувеличения вся страна. Только на участке от Москвы до Казани в период строительства трудилось десятки тысяч человек и тысячи единиц техники. На небольшом участке от города Мурома до города Арзамаса потребность в объеме строительных материалов составляла миллионы тонн инертных материалов, уложили 2 миллиона квадратных метров асфальта, построили 136 искусственных сооружений. Вот в те сжатые сроки, которые были нам, Маратом Шакирзяновичем, определены. Благодаря огромному количеству профессионалов, которые собрались на стройплощадке. И вот эта синергия самых компетентных подрядных, проектных организаций дало возможность не только реализовать производственную программу, но еще и дать совершенно неочевидные эффекты в смежных отраслях экономики. Для того, чтобы сроки выдержать, внедрили инновационные решения, такие как, например, технология скользящей опалубки для строительства мостового перехода через реку Аку. Внедрили отечественные вантовые системы впервые в России. 50%, которые произведены на территории Российской Федерации. До этого все мосты вантовые строились с применением иностранных технологий. За исключением одного компонента все производится у нас. Но и тут тоже не остановились. Свободное от работы время организовали на базе штаба строительства рабочую группу из числа участников строительства, привлекли промышленность, производителей метизов, полимерных, смазочных материалов. И спустя 2 года выпустили отечественный вантовый канат, обеспечив полный технологический суверенитет в вантовом мостостроении, что дает возможность для широкого развития мостов данной схемы в перспективных проектах, которые мы сейчас уже учитываем в нашем новом проекте КАТ-2 на обходе города Санкт-Петербурга. На этом не остановились, и, конечно, поскольку было много еще интересного, то несколько десятков технических экскурсий провели, тем самым показали подрастающему поколению мостовиков-дорожников, что такое современная стройка. К нам приезжали студенты, школьники, даже были как-то студенты педагогического вуза, и мы вот посеяли зерно любви к профессии на поколение и поколение вперед. Ну и как любой уникальный вантовый мост, это прежде всего архитектурная доминанта. Наш мост тоже не стал исключением. И благодаря труду петербургских архитекторов удалось создать на ландшафте панораму вантовых мостов, потому что рядышком находится существующий мост на обходе города Мурома, который связал берега Владимирской и Нижегородской губерний. Что уже в период стройки дало стало точкой общественного притяжения. Впервые в России, пока еще дорога строилась, мы провели на мосту, на дороге, совместно с Федерацией велоспорта этап чемпионата России, первенства России, Кубка России по велоспорту в классе шоссе. И в тот же год на реке Оке состоялся этап международный по плаванию на открытой воде, благодаря тому, что такая уникальная локация получилась. Древний город, красавица Ока,
ансамбль вантовых мостов, то есть прокачали и спортивный, и архитектурный туризм. Ну, Виталий, без преувеличения, мост, правда, невероятно красивый. Я думаю, что все, кто своими глазами его видел, это, как мне кажется, такое архитектурное даже высказывание. Вы вообще чем вдохновлялись, когда придумывали? Вообще вантовые мосты красивые мосты, да, но этот, как мне кажется, какой-то в нем есть легкость, воздушность. Вообще вот как создатель, вы с чего начинаете? На самом деле для специалистов нет ничего проще, чем строить мосты, особенно вантовые. И когда ты в чем-то понимаешь, тебе рано или поздно становится скучно, а стараешься решить какие-то факультативные задачи. Вот в части импортозамещения, там, вывода страны в тройку стран, имеющих полную компетенцию в вантовом мостостроении. Мы реформировали систему ценообразования для того, чтобы ровным счетом не заскучать, потому что когда собирается огромное количество специалистов, ну вот происходит такой вот переход из количества в качество. У меня вопрос тогда дальше будет к Ильясу Гельманову. Вот новая трасса, да, ну, я как автомобилист, как потребитель этой дороги, есть у меня только один вопрос по количеству заправок, почему так мало, но это, видимо, не к вам. Вот. Как это повлияло на бизнес-структуры? Вообще, насколько появление такой высокоскоростной магистрали, да, логистически, возможно, облегчает бизнесу жизнь? Да, спасибо, что дали возможность выступить. Мы все-таки не строители, мы потребители услуг дорог. Я представитель транспортной компании. У нас более 2000 грузовиков сейчас катается по стране от Санкт-Петербурга там, до Владивостока. Если говорить про скоростные магистрали, а конкретно М12, для нас это было все-таки неким таким открытием за последние годы, особенно участка, который соединил нас с Екатеринбургом. Наша компания перевозит для людей, для клиентов более 40 миллионов километров ежемесячных грузов, которые мы с вами все потребляем. Это от продуктов питания, заканчивая, там, не знаю, колонками, коврами и прочее. Насколько я знаю, да, по-моему, именно дорожная сеть обеспечивает основные потоки. То есть в России это самый популярный способ перевести груз. Да, то есть логистика в нашей стране по большей части строится на колесах. Ездим мы каждый день. М12 дает не только скорость передвижения, но и безопасность. В целом дорожное хозяйство развивается в стране какими-то километровыми там, шагами на примере осуществления мечты для людей. Наш технический директор сейчас находится в пути. Он сказал, что очень хотел с детства объехать всю страну. И доехал до Владивостока, сейчас возвращается как раз-таки обратно. Говорит, я все видел, все, там флаг наш поднял. Ему очень понравилось. Ну и если говорить про М12, вот вы сказали, вы в Владимир ездите. За последние там 2 месяца я 6 раз был в Москве, 4 раза приезжал на машине. Ну прекрасно, комфортно, безопасно. Ну, дополнить нет нечего. К заправкам, да, вопросов? Только у меня. К заправкам нету. От Казани до Москвы все прекрасно. Если говорить про наши большие машинки, заправки нам хватает надолго. И вот про Екатеринбург я начал. Это не только комфорт передвижения, это и сокращение расстояния для людей. То есть порядка 200 километров мы теперь экономим на этом участке. Соответственно, груз доставляется быстрее. Мы его быстрее можем увидеть на полках магазина, мы можем его быстрее забрать откуда-то там с почты или пойти купить в магазине. А так как в день мы проезжаем более 1 миллиона километров, это очень важно на каждом участке. То есть каждый там метр, каждый километр. А с точки зрения того, что все-таки трасса платная, да, есть там аналог М7 бесплатный, вот вообще как вы считаете в эту сторону? Если говорить о экономике, да, по участку М12 с Москвы до Казани мы проезжаем те рейсы, которые идут с высоким транзитным сроком. Это скоропортящиеся продукты, это товары народного потребления, которые необходимы здесь сегодня, сейчас. Конечно, М7 мы тоже пользуемся там, где у нас транзитный срок растянут. Но если уходить там в экономику, то вот участок Дюртюли-Ачит, он стал, я не знаю, победителем по жизни дорог России. То есть минус 200 километров с лихвой покрывает любые эксплуатационные затраты, которые вложены в тариф платной дороги. Ну что ж, легкой вам дороги и дальше. А у меня вопрос к Владимиру. Сейчас мы говорим о том, что дорога, она меняет не только время в пути, но и она меняет территории, да, которые находятся, собственно, рядом с этой дорогой. Вот кому М12, по вашему ощущению, дала такой прям хороший импульс к развитию? Малый бизнес, туризм, промышленность? Ну, смотрите, кому дала дорога импульс. У нас в зоне влияния М12 живет 42 миллиона человек.
Кстати говоря, производится почти 40% продукции вообще в стране. Это зона влияния М12. Поэтому переоценить значение таких дорог очень сложно. Дело в том, что у нас состоялось как раз недавно совещание по поводу перезапуска инвестиционного цикла в стране. Вот без таких проектов, как М12, это вообще невозможно. Потому что если говорить не о людях, это все в конечном счете сказывается на людях. Но говорить о цифрах, то у нас дорога стоила до Екатеринбурга стоила около 1,5 триллиона рублей. При этом только бюджетные эффекты, то есть это деньги, которые возвращаются в бюджеты, федеральные бюджеты, в бюджеты регионов, это более 1 триллиона 300 миллиардов рублей. То есть практически та сумма, которая потрачена на дорогу, она и будет возвращена в бюджеты. А если говорить вообще об эффектах на 20 лет, мы не говорим о жизненном цикле, который там считается на 40 лет и более. Даже на 20-летнем этапе эта дорога принесет 4,5 триллиона рублей дополнительных денег, валовую добавленную стоимость российской продукции. Ну и самое главное, о чем здесь надо говорить, это то, что Марат Шакирзянович затронул вопрос о том, что мы хотим, допустим, развивать индивидуальное строительство. Вы затронули вопрос о том, что у нас много человейников, да? Вот как раз я услышал в том, что сказал вице-премьер, это то, что есть запрос на то, чтобы жить ближе к земле, а жить ближе к земле можно только в одном случае, если у тебя есть транспортная инфраструктура. Без этого этот процесс невозможно реализовать. Ну вот смотрите, мы все-таки говорим с вами о какой-то центральной части России, да, если, вот я год назад была в Владивостоке, ну, мягко говоря, очевидно, что туда мы еще будем долго строить дороги. Как вы думаете, вообще в перспективе такие инфраструктурные крупные проекты, они всю Россию когда смогут покрыть? Смотрите, 60% территории России – это вообще условно пригодная для жизни территория. Территории с хорошим комфортным климатом, с тем, где мы можем вести активную хозяйственную деятельность, где мы можем хорошо жить, их гораздо меньше. И вот когда сегодня мы смотрели на карте трассу Москва-Владивосток, вот практически все население России будет жить вдоль этой трассы. Ну что, ждем. Спасибо большое, Виталий, Владимир, Ильяс. Мы едем дальше. Марат Шакирзянович говорил сегодня о новых территориях в России. Сейчас там идет огромная стройка, да, даже я какое-то такое гигантское слово хочу подобрать, масштабное, наверное, да, восстанавливают там и жилье, и школу, и дороги, и общественные пространства. Ну, то есть, по сути, там собирается новая городская среда, и масштаб тут измеряется не столько в квадратных метрах, да, и в количестве объектов, сколько, собственно, как вместе с этой стройкой большой изменится жизнь людей. Давайте посмотрим, вдохновимся роликом и как раз об этом поговорим дальше. Приехал я в город Северодонецк в 2022 году на самое начало ремонтно-восстановительных работ. Приехал изначально с миссией для себя восстановить объекты, пострадавшие в ходе ведения боевых действий, улучшить жизнь местным людям. Считаю это хорошим делом. Это дом, в котором я родился. Помню, как заехал в Рубежное в 24 году, увидел его, он был полностью разрушен. У меня аж сердце замерло. В 43 году он пострадал от авиабомбы во время Второй мировой войны. Собственно, время циклично, и вот мы уже пришли и дали ему вторую жизнь. Мы работаем в Донецкой Народной Республике с 22 года. В 24 году мы уже переместились в Ясиноватую. Волноваха уже практически была восстановлена. Но сын приехал еще в Волноваху. В 23 году я взял его с собой. Летом встретил девушку, на которой впоследствии женился. Такая вот судьба получается.
будущее за моей спиной, будущее занимается спортом, и от нас с вами зависит от того, какие условия для будущего мы создадим. Собственно, это будет зависеть от того, каких свершений добьются ребята. Я приглашаю ко мне присоединиться Юлию Клименко, руководителя межрегионального молодежного движения «Юг молодой». Юля, здравствуйте. Юль, да, вы знаете, вообще мы много говорим сегодня, и в принципе довольно много государства говорит о том, что молодежи нужны пространства, им нужна возможность, условия. А мне хочется узнать, вот молодежь ваша, она чего хочет, та, которая к вам приходит? Потому что, ну, я вот себя отношу к миллениалам уже, да, вот эта известная теория поколений, вы все зумеры. Вообще вот что означает «я хочу вот остаться и жить там, где вы сейчас работаете, и там, где вы сейчас восстанавливаете пространство»? Инфраструктура Донбасса и Новороссии активно развивается, и вот у нас есть большой федеральный центр созидания «Маяк». Это наглядный пример того, как молодежная мечта становится реальностью. В 2023 году на Всероссийском форуме «Юг молодой» молодежь создавала макеты пространств и наполняла их смыслами. После чего мы презентовали свои работы, и через год в городе Бердянске, в Запорожскую область, создался Центр созидания «Маяк», куда приезжает молодежь со всей России, которая становится ежегодной площадкой для форумов, проектов, съездов. И это то место, где люди готовят свои проекты, где они хотят продолжать и развиваться на нашей территории, на территории Донбасса и Новороссии. И также все проекты, все идеи, которые мы делаем, они становится настоящим делом. Наше движение зародилось в 2022 году, и молодежь развивается в разных направлениях и хочет оставаться, потому что мы вместе создаем возможности для нашего развития. У нас есть первое молодежное радио в стране, это радио «Юг молодой», где молодежь записывает молодежные подкасты, где мы слушаем музыку, которая нравится молодежи. Также наши активисты, наша молодежь регионов, конечно, включается в проекты, которые происходят на территории нашего региона. Это и проект «Южный фронт памяти», где мы благоустраиваем памятные места и благоустроили 150 памятных мест. Также, когда на территории нашего региона происходят чрезвычайные ситуации, мы помогаем жителям, развозим воду, организовываем пункты подзарядки, работаем в пунктах временного размещения и всячески поддерживаем наше население для того, чтобы они оставались жить на территории Запорожской области. Вот, спасибо. Да, Юль, у меня вот какой вопрос будет. Вот вы знаете, я, как уже сказала, я миллениал, и, собственно, говоря о том, что я из Владимира, вот у нас у всех миллениалов такая была мечта уехать в большой город из маленького. Зумеры вот такие же, вот ваше поколение ребят, с которыми вы работаете, вам хочется уехать в большие города, да, в центральные города России, или вы предпочитаете все-таки другой выбор делать? Большая часть остается на территории Донбасса и Новороссии, потому что эти регионы сейчас очень активно развиваются, создаются новые проекты, и молодежи нравится быть частью создания этих всех больших проектов. Они понимают, что они вносят вклад в развитие и создание своего региона. Поэтому большая часть остается, конечно, жить на территории, где мы родились, для того, чтобы ее улучшить и сделать еще. А что вот для вас вообще важно? Не знаю, там парк, скамейка, какое-то, не знаю, кафешка, кофейня, чтобы рядом была. То есть вот что определяет ваше место обитания? У нас создано 7 молодежных центров на территории региона, и это те точки притяжения, где каждый молодой человек может прийти после школы, колледжа, провести время с друзьями, посетить образовательную программу, поехать, например, помочь жителям, принять участие в волонтерской либо патриотической акции, развивать свои творческие навыки. Вот. И это те места, где мы собираемся вместе и проводим круто время, придумываем мероприятия и улучшаем наш регион. А вот какие вы ценности видите у нового поколения, которое вас окружает? Да? Вот ребята же все равно вокруг вас. Вот если вы в «Маяке» наблюдаете, не знаю, за сегодняшними там 18-летними ребятами, моложе, я так понимаю, да, дошкольниками, вот какие ценности вообще, чего они от этой жизни хотят? Молодежь исторических регионов, она немного особенная. Мы, конечно, все хотим
поскорее мира, и мы хотим благоустраивать наш регион для того, чтобы жители, мы были в безопасности и вместе развивались и продолжали дальше жить. Спасибо большое, Юль. Мне кажется, что здесь вы с государством точно в одну ногу идете. Благодарю вас. Можно, конечно, и красивое здание построить, и парк вокруг этого красивого здания создать, но все это еще не гарантирует, да, что место будет живым, востребованным и откликнется. Потому что хороший объект, он, конечно, начинается не только со стройки, а он начинает жить, когда туда приходят люди. Особенно это видно в больших кампусах, в кластерах. Важно не только, что построили, но и что там будет происходить потом. Давайте прямо сейчас поговорим с вами, собственно, с самими будущими строителями о том, какой они видят нашу страну дальше, что создают, о чем мечтают, но сначала вдохновимся. Я приглашаю к нам присоединиться Кирилла Полякова, Егора Зенькова и Елизавету Молчанову, студентов, членов штаба студенческих строительных отрядов Московского государственного строительного университета. Ребята, присаживайтесь. Так, друзья, ну у меня к вам сразу такой вопрос. Вот вы знаете, у вашего поколения сейчас принято что-то из себя строить в интернете. Ну вот вас почему-то потянуло строить по-настоящему, да? Рассказывайте, с чем это связано. Добрый день. Ну, это уже так сложилась многолетняя история нашего университета. Еще в 1956 году, когда наш НИУ МГСУ назывался МИСИ, у нас создан был целинный штаб студенческих строительных отрядов. И вот с этого года на протяжении 22 лет, до 1978 года, через эту стройотрядовскую школу прошло более 15 тысяч молодых специалистов, которые в последующем стали настоящими профессионалами своего дела. И мы продолжаем традиции наших предков, так сказать, и готовимся к крупным федеральным проектам. Вот, например, нам очень ценно, что в год 105-летия университета наши студенческие строительные отряды НИУ МГСУ были привлечены к строительству кампуса мирового уровня. За это мы очень благодарим Марата Шакирзяновича, потому что по его инициативе как раз-таки это все случилось. Карена Гаспаровича тоже за то, что посодействовал в этом вопросе. Ребята показывают все те теоретические знания и навыки, которые они получают в университете непосредственно на производственном участке работ. Ну вот, если честно, Лиза, наверное, будет к вам вопрос. Вот вы бы сами не побоялись жить в том доме, который построите? Но если честно, мы строим кампус, и я безумно рада, что я еще успеваю в нем поучиться. И это настолько, просто не описать словами, какие эмоции мы испытываем. Я каждый день хожу в вуз по одной и той же дороге, и мне встречается наш кампус. И приятно осознавать, что мой труд, хотя бы вот маленький, незначительный, он вложен вот в такой большой объект. Но если мы говорим вообще о среде, да, новый кампус, новые стены, сейчас, в принципе, мне кажется, государство большое внимание уделяет именно комфортной среде для обучения, да, потому что я уверена, что вот большинство в этом зале, если мы вспомним, как выглядели наши школы, да, и общежития, и кампусы наших университетов, но это, мягко говоря, очень сильно отличалось от того, что есть у вас. Насколько это помогает учиться, хотеть учиться?
Можно я отвечу? Да. Это будет как в последующем большой строительный городок нашего университета. У нас также возведется новый корпус общежития. Совсем скоро, в 1932 году, насколько я помню, у нас откроется станция метро, тоже МГСУ. И для студентов будут созданы все необходимые условия для того, чтобы обучаться, жить, а в последующем демонстрировать свои знания. Егор, вопрос к вам будет. Финальный у меня. Вот если бы вам прямо сейчас сказали, вот выбирайте, что вы будете проектировать и строить первым. Театр, жилой дом, офис или парковку. Вот вы что выберете? Я бы, скорее всего, выбрал театр. Во-первых, строительство — это созидательная профессия. Театр, все-таки в нем вложен духовный смысл. Парковка, по опыту парковки ее снесли. Дом, ну или дом, наверное, вот так же. Ну, чаще вас добрым словом будут вспоминать, если вы парковку построите хорошую, нет? Не-не-не. Лучше театр, потому что театр, на самом деле, опять же, это творческие люди, творческий подход. Можно интересно обыграть различные конструктивные решения, архитектурные решения. И, опять же, это, скорее всего, станет памятником. По большей части. В итоге, в общем, хотите в историю войти. Если мы говорим вообще вот о профессии, которую вы выбрали, как мне кажется, она очень интересная в том смысле, что там есть какая-то творческая, вдохновляющая часть, да, и вполне себе рациональная такая, да, штукатурки, плитки, решения какие-то понятные. Как вам кажется, вообще вот будущий строитель в России, они какими должны обладать навыками? Если можно, вот по очереди, пожалуйста, от вас ждем таких заключений. Да, конечно. Ну, у нас каждый член штаба проходит профессиональное обучение. Ну, то есть вы все умеете шпаклевать, грубо говоря? У нас у всех минимум по одной корочке рабочей специальности, да. Арматурщик, бетонщик, штукатур, маляр, сварщик. То есть и в последующем настоящему специалисту необходимо, наверное, пройти все этапы настоящего инженера, чтобы не допустить никаких ошибок в проектировании, если же ты главный инженер проекта. На производственном участке, если находишься, контролировать ход всего строительного процесса. И вот то, что мы сейчас получаем, на каких объектах работаем, очень много мы, не знаю, черпаем для себя знаний от тех уже специалистов, которые нам их передают. То есть передача опыта, да, от этого никуда не деться. Лиз, ваше мнение? Ну, в целом я согласна с коллегой. Ну, хотелось бы мне еще дополнить, что все равно надо не отходить от творчества, так сказать. Очень по-женски. Егор, ваша последняя. А я бы добавил, знаете, какую деталь? Стройка, она уникальная. Даже девушки могут попробовать себя в роли арматурщика. И нынешний сезон нашего трудовой это доказывает. Вот у меня лично 2 девчонки, они вяжут арматуру. Да, когда для меня сварщица было удивление, что женщина занимается сваркой. Сегодня, возможно, все прекрасно, что никаких больше гендерных стереотипов нет. Ребят, удачи вам. Ждем театр, Егор. Желательно в Москве где-то. Спасибо большое. Я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней беседе. Я такой небольшой хочу вывод, заключение сделать. Конечно, если подумать, по сути, большую часть своей жизни человек проводит в 3 местах. Дома, на работе, да, и в дороге между домом и работой. И все это кто-то строит. Получается, что от строителей, архитекторов, проектировщиков, тех, кто принимает решения, буквально зависит очень большая часть нашей жизни. И даже, наверное, уровень нашего бытового счастья. Поэтому хорошую дорогу мы всегда вспоминаем добрым словом, как, собственно, и плохую, просто словами другими. И сегодня многие говорили о доме, о дорогах, о дворах, о городах. Это, наверное, и есть ответ на вопрос, с чего начинается Родина. С места, в котором проходит наша жизнь. Поэтому в финале у меня остается только одна просьба ко всем, кто это делает. Пожалуйста, стройте как для себя. Ну а на этом наша официальная часть заканчивается, и я приглашаю на сцену вокальный квартет «Перформан». В 2026 году, как уже и сказал Марат Шакирзянович, строительная отрасль России отметила свое 70-летие. День строителя, собственно, столько и существует. И сейчас у нас звучит гимн строителей. Спасибо.
найдешь ли профессию в мире нужней. Мы строим дома, чтобы жили в них люди, дарили цветы и растили детей. И на строительной площадке кипит работа, дождь и зной. Не надо нам другого счастья, мы строим город наш родной. Мы строим город наш родной. Рождение дома — обычное чудо, из камня, из стали, огня и стекла, с теплом новоселья семьи и уюта, со светом добра у большого стола. И на строительной площадке кипит работа, дождь и зной. Не надо нам другого счастья, мы строим город наш родной. Мы строим город наш родной. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, Видели мы в этом слове начало всего, чем до края наполнена жизнь. жилые кварталы